Представьте людей, которые не занимаются спортом и получают 70% калорий из углеводов. При этом у них нет диабета, нет ожирения и, что самое поразительное, у них полностью отсутствуют инфаркты и инсульты. Даже в 80 лет их давление такое же, как у 20-летних. Это не генетическая аномалия и не сказка. Это жители острова Китава. И сегодня мы разберем их феномен, чтобы понять, где современная медицина свернула не туда. В 1990 году шведский доктор Стаффан Линдерберг прибыл на этот изолированный остров Папуа в Новой Гвинее. Он обследовал все население более 2000 человек. Результаты его шокировали. ЭКГ пожилых людей не показывали никаких следов перенесенных сердечных приступов. Жители не знали, что такое стенокардия или внезапная смерть. Они умирали от старости, инфекций или травм, но их сосуды оставались чистыми до самого конца. Секрет питания. В чем секрет? Многие подумают, наверное, они едят только рыбу и зелень. Нет, это не так. Основа их рациона – крахмалистые корнеплоды. Ямс, батат, сладкий картофель. Кстати, оставьте комментарий, в вашей местности растет ямс, батат, сладкий картофель. Это очень напоминает питание окинавцев из голубой зоны. Углеводы составляют львиную долю их тарелки. Но здесь кроется главный нюанс – это клеточные углеводы. В отличие от нашей муки и сахара, крахмал в корнеплодах упакован в клетчатку. Глюкоза поступает в кровь медленно, не вызывая инсулиновых пиков. Уровень инсулина у китайцев на 50% ниже, чем у здорового европейца, а низкий инсулин – это ключ к долголетию. Второй компонент – жиры. Они едят много насыщенных жиров из кокоса и никакой закупорки артерий. Почему? Потому что в их рационе полностью отсутствуют три главных врага сосудов – сахар, зерновые продукты и растительные масла из семян. Линдерберг обнаружил у них экстремально низкий уровень фактора PAI-1. Это вещество отвечает за свертываемость крови. У современного горожанина из-за сахара и лишнего веса этот показатель зашкаливает, что ведет к тромбам. У китайцев кровь текучая, сосуды эластичные, тромбы просто не образуются. Образ жизни и семья. Их активность – это не спорт, а жизнь. Ходьба, работа в огороде, рыбалка. Они не сидят на стульях по 8 часов. Их тело постоянно в легком движении. Не менее важна и социальная среда, которая бережет их нервную систему. На Китаве нет одиноких стариков. Они живут большими кланами, где 3-4 поколения находятся рядом. В брак вступают рано, едва перешагнул 20-летний рубеж, а семьи традиционно многодетные. 3-4 детей считается нормой. Пожилые люди не изолированы. Они живут в одном кругу с детьми и внуками, активно участвуют в воспитании и пользуются огромным уважением. Это дает мощное чувство защищенности и нужности. Уровень гормона стресса, кортизола, у них минимален. А ведь именно хронический стресс и одиночество сегодня считается тихими убийцами сердца наравне с холестерином. Лечение болезней. Чем же они лечатся, если все-таки заболевают? Аптек и больниц на острове нет. Важно понимать, китайцы практически не лечат хронические болезни, потому что гипертонии, артроза и диабета у них просто нет. Их медицина – это помощь при травмах и лихорадках. Их главный лекарь – это природа. В ход идут местные травы, листья и кора деревьев, а также помощь местных знахарей. Если случается простуда, воспаление или боли в желудке, в ход идут местные коренья. В регионе Папуа мощнейшим лекарством считается дикий имбирь. Вот рецепт островного противовоспалительного чая, который вы легко можете повторить дома. Это аналог их природного лечения. Вам понадобится свежий корень имбиря размером с фаланку пальца и щепотка куркумы.
Натрите имбирь на мелкой терке, залейте стаканом горячей воды, только не кипятком, добавьте куркуму и дайте настояться 15 минут под крышкой. Пейте этот настой теплым 1 раз в день за 20 минут до еды. Он работает как природный аспирин, разжижает кровь, снимает системное воспаление и помогает сосудам оставаться эластичными, как у жителей Китавы. Протокол для горожанина. Возвращаясь к образу жизни китавцев, есть одно «но». Мы с вами не можем завтра переехать на остров в Тихом океане. Тогда возникает справедливый вопрос. Как применить протокол Китавы жителю мегаполиса, чтобы защитить себя от инсульта? Первое. Уберите пустые углеводы. Хлеб, макароны, выпечка, сахар – это клеточный яд. Замените их на доступные вам корнеплоды. Картофель в мундире, свекла, морковь, репа, тыква, батат – это и есть те самые безопасные крахмалы. Второе. Жиры. Выбросьте подсолнечное масло для жарки. Китавцы доказали безопасность кокосового масла. Используйте его, а также натуральное сливочное или оливковое, но не для жарки, а для салатов и соусов. Третье – рыба. Хотя бы 2-3 раза в неделю. Сельдь, скумбрия, мойва – не обязательно дорогие сорта. Главное – омега-3 и качественный белок. Четвертое – движение. Перестаньте сидеть часами. Ходите пешком, откажитесь от лифта, придумайте себе какую-то дополнительную активность. И пятое – общение. Не закрывайтесь в 4 стенах. Найдите время для общения с близкими. Социальные связи лечат сердце так же эффективно, как и правильная еда. Китава – это доказательство того, что болезни сердца и диабет не болезни старости. Это результат неестественной еды. Вернитесь к простой, грубой пище, уберите промышленные масла и сахар, и ваш организм вспомнит, как быть здоровым. Берегите себя и живите долго. А что вы думаете о питании жителей острова Китава? Оставьте комментарий. Если вам интересно узнать о рационе и секретах других отдаленных племен, пишите в комментариях, мы учтем ваш голос при планировании следующего видео. Кстати, не забудьте подписаться на канал Академия здоровья, чтобы не пропустить интересных видео. Welcome to our islands. We are heading to the village now. Let's see vad det står bilang plus along to Korean Islands. Ang place tab ng photo bilang photo next next. All right, let's clear this area. Hi, this is my home. Yes, this is my family. We're very happy today. Let's check the pot. I hope it's ready. We are happy to share our beautiful beach with you. Come walk with us along the shore. And we were the single one.